Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Август. Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Хотя энергии августа, они нас самих не призывают куда-то торопиться в принципе, по крайней мере, в первой половине месяца. И вторая половина ближе к концу. Там какой-то драйв я могу предположить, особенно с переходом на сентябрь. Но вот начало месяца, оно больше способствует как и нашему отдыху или выполнению каких-то бытовых задач, восстановить силы, причем, может быть, научиться ежедневно восстанавливать силы, и не просто потому, что было много работы физической, может быть, эмоциональный фон где-то, ну, пересек вот ту черту, когда у кого-то кончилось терпение, или когда у кого-то внутренние силы тоже иссякли. Так вот, это ежедневное восстановление, пусть это медитация или какое-то время, пусть 15 минут, полчаса, мои дорогие, проведенные в спокойной абсолютно обстановке, словно мы абстрагируемся от мира на какой-то срок, нам тоже дает возможность восстановить силы душевные, а это основа всего. Это означает замечать небольшие позитивные моменты, хвалить себя где-то за маленькие победы или за то, что у нас удается осуществить в повседневной жизни. Мы очень часто об этом забываем. Мы перед собой более глобальное что-то ставим. Ну вот, наверное, начало месяца, вот такие добрые энергии нас переключают на дела, которые более вот в реальной жизни, какие-то мелочи, такое могу предположить. И не ставить планку слишком высоко, не планировать себе тут что-то, опять же, грандиозное. И помнить, что наличие ограничений на этот период не означает, что мы в скоростном режиме должны словно этот барьер перепрыгнуть, ну или преодолеть, или как-то перемахнуть его. Но это говорит о том, что это как способность преодолевать, когда у нас для этого складывается наиболее подходящий момент, когда придет время, когда мы сами себе скажем «пора». Вот это помогает, как и справиться со стрессом, апатией, с тревогой, мои дорогие, или эмоциональным выгоранием. Жизнь смотрит вперед всегда, и поэтому иногда для того, чтобы более позитивно смотреть и нам вперед, нужна некоторая перезагрузка. Не тормошите себя, мои дорогие львы и львицы. Итак, наш прогноз. И первые позиции – это у нас будут о личной жизни и о любви. И мы, коль уж такие добрые энергии, давайте с этого начнем. Первая карта для тех, кто в паре. Для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство? Давайте узнаем. И третье – это для тех, кто в сложных отношениях. Четвертой карты – ваши достижения. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба. Может быть, и какие-то инстанции, согласования, у кого что. Энергия финансов, как в целом. Чего вы не видите. И в чем вы, возможно, поставили уже точку, окажется многоточие. Кстати, по части каких-то дежавю, вполне вероятно, у нас с 18 июля по 10 августа ретро, Меркурий, могут и люди вернуться. Ну или какая-то тема, нам на доработку, тоже может возвращаться, а то и просто всплывает, как будто мы понимаем, что ну да, может быть, вот как раз по пунктам, по точкам, по каким-то полочкам нужно тут разложить, прояснить какой-то вопрос. И последняя карта, что вам нужно услышать? Это как карта совет, принять во внимание. Давайте будем узнавать, что же там в паре. По рыцарю земли здесь все медленно, где-то уверенно, ну, без изменений. Может быть, и есть уже планы на будущее, но тогда эти планы, это, вот как я говорила еще до карт, это не то, что способствует быстрой реализации. Ведь всегда по рыцарю Пентакли или рыцарю земли, как в этой карте, это, по сути дела, какое-то планирование, как марафонский забег лет даже на 10-20. Вот вы можете, кстати, вашей паре что-то планировать на долгосрочный период. Хотя самый медленный рыцарь – это еще и конкретно нам тут прописана организация. И опять же мы об этом говорили
в паре у кого-то организация будет касаться, может быть, даже ремонта в доме, ну или улучшения там. Пусть вы делаете жилье свое более комфортным, более приятным, какие-то полезные мелочи, мои дорогие, добавляете. Это все способствует ощущению счастья. Когда мы приходим в свой дом, а наш дом– это волшебное место, и неважно, пусть это не конкретно вот лично ваш дом, тут у каждого сейчас своя ситуация, но это место вашего именно пребывания, куда вы приходите восстанавливать силы. И это тоже уделить, может быть, внимание с вашему жилищу, когда м, вы приходите отдыхать и чувствуете вот этот релакс в полной мере. То есть по рыцарю Пентаклей мы можем что-то такое планомерно, ну вот как организовывать или наводить порядок, адаптировать для того, чтобы наше жилище, чтобы нам было более удобно. Я должна сказать еще и по этой карте, если мы про отношения. Ну, тут все имеет какое-то свое продолжение, это точно. По все же материальная больше карта. И я так думаю, что какие-то вопросы могут быть, которые именно через материализм или через финансы, то говорят о том, что есть общий интерес. Может быть, тут у каждого по-своему. Это ведь, знаете как, это может быть еще и та задумка, когда у кого-то буквально семейный бизнес. Или вы хотите, может быть, сами, мои дорогие львы, новые начинания ну, себе планируете. И где-то вы будете взаимодействовать с партнером. Все же есть по этой карте еще и адаптация, и изучение чего-то нового, самый медленный рыцарь, и продолжение. Ну, материальные вопросы, они точно не на последнем месте. Для тех, кто один или одна. Мы спросили о новом знакомстве. Здесь по шестерке кубков скорее кто-то может вернуться из прошлого, кого вы уже знали. А с учетом ретро-меркурия вполне вероятно. Может быть, мои дорогие, знаете, это те люди, с которыми я не утверждаю. И, кстати, ретро-меркурий не обязательно нам дает возвращение тех людей, кого мы бы хотели видеть. Тут может быть любая персона. Ну, может быть, там кто-то буквально созрел на продолжение с вами отношений, и вдруг он материализуется. Может быть, с каким-то новым пониманием, хотя, в принципе, в целом энергия августа, конца июля где-то, да, почему я говорю, продолжается это на август, как минимум до середины. Тут нам говорят, если была прежде какая-то проблема в отношениях, то она никуда не исчезла. Будьте реалистами. Нам не очень рекомендуют, по крайней мере, планетарные транзиты, так вот вернуться без оглядки назад. Нет, здесь нужно что-то переосмыслить. Может быть, и были какие-то отношения в паре. Кстати, я такое могу допустить, все же мы все разные. С учетом рыцаря Пентаклей, может быть, и были темы общие, которые касались по части недвижимости или денег, или, ну, благополучия в целом, то есть чего-то материального. Потом вы расстались. Ну вот теперь какие-то детали могут всплыть заново. Вот я могу такое предположить. Но если совсем на новые знакомства, не совсем шестерка воды говорит о том, что буквально мы с кем-то знакомимся. Хотя тут больше ведь ностальгии, понимаете? Тут больше каких-то воспоминаний. Поэтому, ну, август, и мы все разные. Посмотрим далее, да. Но карта для всех вот так вот, что за поворотом ожидает нас новое знакомство, сказать я, честно говоря, не могу. Для тех, кто в сложных отношениях. Вы знаете, десятка мечей мы всегда закрываем в прошлое дверь. И тут каждый по-своему закроет дверь. Кто-то может и примириться, кстати, может быть. Но тогда эта карта говорит, ты не вспоминаешь. И это у нас колода ангелов, ангелов-хранителей. Не в каждой карте присутствует изображение ангела, то здесь как раз оно присутствует. Так вот, где нет ни крыльев, ни ангелов, карта говорит, все в твоих руках. Поэтому вот на новое знакомство все в ваших руках. Здесь как перышко, да, девушка смотрит. То есть какие-то воспоминания все равно они есть. Поэтому если вы хотите познакомиться, могу сказать, что тогда не нужно ориентироваться на какую-то прежнюю историю. И, кстати, для тех, кто в сложных отношениях, если вы готовы что-то продолжать с человеком, ну, тогда и не оглядывайтесь тоже назад, а примите, может быть, ответственность.
Это какие-то новые совершенно энергии, потому что в прошлое мы дверь закрыли. Вполне вероятно момент перехода, когда, да, вы согласны продолжать какой-то союз. И вот, может быть, если мы говорим о сложных отношениях, значит, уже была какая-то история, может быть, было какое-то дежавю. Поэтому не замечтаться. Все же мечи – это интеллект, это разум, это хладнокровие, рационализм. Поэтому я и допускаю, что кто-то окончательно закроет в прошлое дверь, потому что не хочется ничего доказывать. И ангел держит песочные часы и говорит: время идет. Правда, я не вижу, что у вас, мои дорогие львы, есть вообще какое-то намерение что-то продолжать или начинать заново. Вот в сложных отношениях, может быть, какая-то история дошла до точки, и карта-то нам ведь, в принципе, вот в этой колоде говорит окончание и освобождение. Ну, вот как-то так. Интересно, неожиданно. Ваши достижения. Но тут на достижение одна из лучших карт. У вас все идет по такой возрастающей наклонной. Королева жезлов – это та, которая удачный бизнесмен, ну или бизнесвумен. Но все же по полу карту мы не рассматриваем, хотя для вас, мои дорогие девочки, шикарный период. Вы здесь, может быть, даже мыслями. Может быть, кто-то уходит в отпуск или берет там несколько дней, чтобы отдохнуть, перевести дух, да? Но мысли-то ваши, они все равно в плане ваших намёток на будущее, то, что вы хотите реализовать. И где-то даже занимаясь бытовыми делами, вот, кстати, по рыцарю Пентаклей бытовые дела. Но, видимо, думать вы все равно будете где-то про работу и про деньги. Ну, вот как-то так. Королева жезлов – это та, которую жизнь, ну, ставила на колени буквально. И она каждый раз преодолевала вот эту планку. В итоге, понятно, сильный человек, жизнь ее закалила. Она теперь никому ничего не обещает, поэтому я не вижу, честно говоря, дважды для тех, кто в сложных отношениях, что у вас есть вообще, в принципе, желание, ну, как-то подстраиваться, самое главное. Тут же завершение, освобождение, оно не говорит, что мы кому-то удобны. И вот королева жезлов, она тут тоже никому не удобна. Да, она понимает, что мне не нужно торопиться, потому что если я тут буду настаивать на своем, что-то могу упустить. Или есть какие-то такие скользкие моменты. То есть она себе не вредит, поэтому она хранит молчание. Она никому загодя ничего не обещает, она и не торопится брать ответственность, она умеет работать с информацией, ваши достижения, отделить зерна от плевел, и вот по части денег умеет правильно распорядиться. И поэтому для ваших достижений карта шикарная, тут что-то идет с прогрессом. Ладно, энергия финансов. Подтверждает все то, что я сказала, то жезлов – это уже конкретно. Знаете, как есть и возможность, это и наша готовность, решение, решимость и первые действия. Какая-то перезагрузка у вас тут намечается по работе или, может быть, взлет по карьерной лестнице. Может быть, как таковое даже сейчас еще не прописано на бумаге, а на уровне слов или важных разговоров, переговоров, ваших предположений. И вы тут какую-то многозадачность или многоходовочку продумываете. И тогда вы, мои дорогие львы, что-то думаете очень правильно. У вас тут получится что-то осуществить. Вполне вероятно, какая-то новая тема по финансам. Кстати, вот я должна даже сказать для тех, кто в паре. Рыцарь Пентакли. Я говорила, что бытовые вопросы. Кто-то будет всерьез организовывать рабочее место на дому, потому что как вторичный доход. И вы будете изучать, вот кто-то будет изучать. Может быть, даже несколько дней берете специально, чтобы углубиться в изучение какого-то процесса, какой-то темы. Ну, вторичный заработок тут может быть как направление по финансам. Такое иногда проходит по рыцарю Пентаклей. Я, кстати, должна сказать, что есть тот человек, который вам придет на помощь. Если есть незакрытые темы по части денег, и это могут быть те люди, которые, кстати, ну, не совсем вы на них рассчитывали. Но или, например, какая-то тема по части документов. Рыцарь Пентаклей как раз и говорит, что есть и люди, которые откликаются. Поэтому мы все разные. Но если перед вами стоят задачи, что действительно вам требуется помощь, ну вот так проанализируйте свое окружение. Даже тех, на кого вы не рассчитывали, мои дорогие. Явно есть тот, с которым можно выстроить взаимопонимание,
объяснить человеку, и он вам поможет. Или дельным советом, как решить какой-то вопрос, или буквально финансами. Но и у вас какая-то перезагрузка, потому что вы уже видите четко свою траекторию, возможности. Если на финансы есть, но они требуют внимания. И есть какое-то новое начало. Поэтому на август явно либо вы начнете кто-то вторичный доход, кто-то построение карьеры или уже получит должность, соответственно, в каком-то новом формате идут к вам финансы. И буквально ангел. Изображение ангела. Тут мы надеемся сами на себя, потому что ангелов нет, крыльев тоже. И перышек тоже тут у нас не прорисовано. А здесь вас какой же силы на какие-то финансовые подвиги буквально. Подвиги в хорошем смысле, потому что тут ведь что-то просчитано, тут уже что-то продумано. Но есть еще и как творчество по этой карте, и это как вторичный доход. Все то, что я уже сказала. Хорошо. Чего вы не видите, мои дорогие львы? Ну вот, наверное, все то, что я сказала, колесо фортуны. И посмотрите, у нас тут 10 ангелочков, 10 возможностей. Сама по себе фортуна, так и написано. Поэтому это как удача и перемены, но и прогресс, мои дорогие. То есть вот эта планка, которую вы сейчас пытались, может быть, держать предыдущий период, что-то вы сделали не зря, явно вы себя за что-то поблагодарите. Может быть, это было принято решение, может быть, кому-то вы не сказали нет. По работе все же карта колесо фортуны– это больше наше достижение. Хотя я допускаю, это у кого-то и по личной жизни, тоже могут быть какие-то в последующем встречи, но вот вы именно пока не видите какой-то момент перезагрузки. Это только первые действия. Может быть, и приходит к вам информация. Кстати, по тузу жезлов, если мы говорим на финансы, ну, тут отправная точка может быть как нового интереса, как в плане денег заработать, да, или построить карьеру, ну, или какой-то еще там способ, как то, что вы прежде не рассматривали. И начинается с информации, с услышанной случайно какой-то темы, например, да, и пазл у нас так в голове, в сознании складывается, и так ведь тоже бывает. Поэтому рассматривайте все, не упустите свою фортуну. Шикарная карта, особенно в этой колоде, именно на удачу. И она, как ни странно, в позиции. Чего вы не видите? Все то, что я сказала по королеве жезлов. Уже опыт какой-то есть. Грабли уже где-то королева жезлов нашла. Поэтому, может быть, где-то ее лояльность, умение быть дипломатом и одновременно на своей волне. Никому ничего не доказывает королева жезлов, и это делает ее независимой, потому что никто не знает, что она задумала. И, кстати, информацию ей несут, потому что знают, она умеет хранить тайну. Она действительно хранит и свои, и чужие секреты, и ей люди доверяют. Вот, может быть, эти именно энергии вам доверяют, мои дорогие львы, и кто-то вам будет рассказывать какую-то тему или что хочет совершить, и действительно, вот через такую даже информацию вы видите для себя какие-то перспективы. Или вам тут могут что-то такое на будущее тоже сказать, как, ну, к примеру, есть такие и такие варианты, и вы тоже будете что-то продумывать. Тут будущее для вас может начаться, или вот эта фортуна, случайно услышанная новость, как я сказала, или какая-то мысль. Ухватить удачу за хвост точно нужно, потому что это в позиции, чего вы не видели. Хорошо, в чем вы поставили точку, а тут какая-то либо запятая, либо многоточие. Вот смотрите, восьмерка. Тут точно будет продолжено. И в этой колоде конкретно прописана карма и закон. Если мы прежде, всегда мы знаем, да, по этой карте причина и следствие. Так вот, если мы прежде сделали что-то хорошо, словно нам судьба возвращает возможности, и пусть это будет каким-то другим путем, руками других людей, не теми, которым мы когда-то помогали. Но вот равновесие само по себе идет, баланс идет, не случайно весы, дипломатия опять же, да, и где-то это те энергии, когда королева жезлов, хоть и жезлы это огненная энергия, но это имеется в виду огонь внутри нас, в нашем сердце, когда что-то хочется осуществить. И мы себя где-то сдерживаем, потому что мы понимаем, нет, тут права на ошибку точно нет. И, возможно, вам, мои дорогие,
какую-то тему придется, знаете, как перевести в область де юре, составить документ, или отправиться в какую-то инстанцию. Все же иногда проходят и юристы, и адвокаты, или чиновники, которые знают, как создать документ, заполнить документ, или вы будете что-то оформлять. Ну, вот тут есть какая-то тема из прошлого, которая вам знакома, но теперь она требует от вас именно конкретных действий или по закону, или что-то по документам. Может быть, у кого-то и с отношениями связано. И заключительные аккорды вы должны сделать. 2 карты, как будто фортуна. И это то, что вы не видите. Это всегда карта, ну, знаете, любого момента. Пусть этот момент через 5 минут буквально. Или в будущем. Но держать руку на пульсе нужно. Но, возможно, для этого нужно с чем-то вам определиться. И у кого-то это, ну, все же могут быть и отношения, а у кого-то какая-то перезагрузка по части достижений. Как карта совет, и что нужно услышать, посмотрите. Вы знаете, тут как и возможности, тут и какая-то радостная новость. Будет у вас тот момент, когда вы за себя порадуетесь, приятные эмоции. Может быть, кто-то и к вам с чувствами проявится. Эта карта еще одновременно и интуиции. Но ведь туз кубков – это еще и карта радости, исполнения желания. И значит, что-то подобное у вас будет, вообще добрая энергия. А если мы соединим туз кубков и туз жезлов, что вам важно услышать? У вас какая-то новая реализация на кону. Я не могу сказать, что это касается личной жизни. С учетом всех карт, может быть, и в личной жизни, мои дорогие, тоже. Но тогда я могу сказать, что вы как меняете, можете изменить, по крайней мере, свой статус или какие-то могут быть подвижки по части вашей занятости, деятельности. И кто знает, через новую должность, через какое-то новое направление, через новый интерес. И вы можете даже встретить другого совершенно и человека, потому что как закон кармы никто не отменял. И для тех, кто один или одна, вам выпала шестерка кубков, вполне вероятно, или сложные, пусть даже, да, отношения. Может быть, вы есть какие-то еще отношения, когда вы завершаете что-то, и сложно договориться, как по десятке мечей. И одновременно вы сами себе задаете вопрос: я не то в отношениях, не то я свободен или свободна. Так вот, я для таких из вас могу сказать, что ваш партнер, он как будто в другой плоскости может находиться, по другую или на другой ступени иерархии, и вам еще туда предстоит дойти. И тогда вот для тех из вас, у которых совпадает все то, что я только что сказала, что нужно услышать, что важно услышать, так вот ваш партнер, он как раз на другой как будто ступени возможности находится. Он в другом несколько формате или в другой плоскости взаимодействия с иными людьми. И вот вам на эту ступень, а то и на 2, предстоит подняться для того, чтобы быть счастливым. Но тут вам и фортуна помогает, но отчасти и закон. Помните, что чем больше вы разложите все по полочкам, расставите по местам, или как, может быть, подпишите в каких-то документах свои окончательные определения. Здесь нужно быть внимательным, чтобы не взять на себя лишние обязательства. Тут наоборот, только разбираться хорошо, но не брать на себя обязательства. Помни, что тут же, если мы что-то делаем, ну, так себе, или что-то мы не додумали, надеемся на авось, этот авось к нам потом возвращается в виде чаще обязательств, что нам как напоминаловка какая-то прилетает в будущем из прошлого, что «а нет, а вот тут есть какая-то тема, про которую ты, может быть, Лев, и забыл, а вот теперь тебе приходится этим заниматься». Поэтому будьте продуманными, мои дорогие львы, но то, что радость пишет в вашу жизнь, исполнение какого-то желания, возможности – это точно фортуна, мои дорогие. Перекладывайте на себя. Спасибо, что смотрите мои видео.
за ваши комментарии искренне. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.